I see genius. You go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре рассмотрим довольно необычные накладные наушники от компании Rose Selza стоимостью $65. И приходят эти наушники в довольно большой по габаритам коробке с очень приятным оформлением, где на лицевой части здесь изображены сами наушники, вверху есть логотип компании Rose Selza, а сзади указано название этой модели, а именно Distant Mountain, что переводится как далекая гора. Ну и тут ниже уже находятся технические характеристики. И за звук в этих наушниках отвечает динамический драйвер диаметром 40 мм, чувствительность составляет 115 дБ, и они получили сопротивление 32 Ом. Поэтому на раскачку эти наушники будут довольно легкие. За это даже не переживайте. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами MMC-X, штекером на 3,5 мм джек и микрофоном. Дополнительные амбушюры открытого типа. Большая инструкция по использованию наушников. Ну и акриловая подставка с Wi-Fi. Наушники очень легкие и небольшие, выполнены полностью из металла и имеют очень узнаваемый ретро-дизайн с золотистыми вставками, и как по мне даже сейчас они смотрятся очень хорошо, и фанаты подобного точно их оценят. Но здесь у них находится надпись Distant Mountain, а рядом находится целых 6 акустических отверстий, поэтому эти наушники не совсем закрытого типа, обязательно учитывайте это перед покупкой. И вот сюда уже в разъем MMC-X подключается комплектный кабель. Но скажу вам так, что в первый раз он входит в этот разъем прям очень туго. То есть нужно приложить усилия, чтобы его туда вставить. Так что не бойтесь, когда будете подключать кабель первый раз к этим наушникам. И при правильном подключении обязательно будет характерный щелчок. Ну и конечно, как вы заметили, оголовье здесь имеет кожаную повязку. Причем по заверению производителя выполненную из овчины. Ну а чуть ниже здесь имеется маркировка канала, правый и соответственно левый. И вот таким уже образом здесь регулируется оголовье, то есть можно без проблем подогнать эти наушники под себя, и причем фиксируется оно очень надежно и четко по вот этим линиям, то есть каких-то проблем здесь вообще нет. Лично я оставлял примерно на половине, и для наушников, как по мне, вот такого форм-фактора посадка здесь отличная. Ну а также, кому интересно, вот так выглядит тот самый динамический драйвер диаметром 40 мм. Ну а прослушивал я эти наушники с референсом ЦАП-усилителем для наушников Topping G5 из Fosi Audio K7. И так как на раскачку эти наушники не слишком тяжелые, то эти источники их без проблем раскачивают с очень большим запасом. Поэтому если у вас есть более какие-то скромные ЦАП-усилители, то даже не переживайте. Эти наушники не предъявляют каких-то особых требований, и их можно без проблем слушать, используя смартфон. Это я тоже проверял. Ну и наверное, друзья, вам все же интересно, как же все-таки звучат эти наушники. И вот тут, ребята, уже нам есть о чем поговорить, поскольку тут все не так просто, как мне бы хотелось. Но давайте по делу и по порядку. Низкие частоты у этих наушников я бы описал как неплохо выделенные, но совершенно не басхедные, так как они не слишком убойно массивные и точно не давящие на вас. То есть ждать здесь какой-то огромной полновесной густоты и пышности от баса, ребята, даже не вздумайте, так как бас в этих наушниках скорее очень аккуратный, с большим выделением области мидбаса. Причем отмечу, что воспринимается он как гладкий, очень теплый, чуть слегка размазанный и не такой хлесткий, как мне бы хотелось. Но, честно говоря, да, ожидать другого от наушников такого форм-фактора было бы странно. Поэтому для своей цены, как по мне, все очень даже неплохо. Но, конечно, без какого-то там вау-эффекта, понятное дело. Но благо радует, что эти наушники хорошо эквализируются. Поэтому можно без проблем добавить той самой массивности и основательности в этом диапазоне. И как это уже сделать, я вам покажу чуть позже. Ну а вот средние частоты, это, как по мне, немного спорная часть настройки этих наушников, так как я измерил эти наушники, и вы можете сейчас заметить, что у них есть довольно выделенный пик в области 2,5 кГц, и вот когда я уже выкрутил эти наушники на привычный мне уровень громкости, то я был, мягко говоря, удивлен, поскольку для меня такое усиление, это, ребята, уже чересчур. Но если слушать их на небольшой громкости, там ладно, это не так сильно бросается, а вот если уже вам заходит
захочется послушать эти наушники погромче, то все, ребята, это именно та область, что меня очень сильно пугает в этих наушниках, так как на мой слух из-за этого пика и небольшого провала в области 1 кГц они звучат в этом диапазоне рисковато и с очень странными тембрами и подачей вокала. То есть вокал тут как будто бы одновременно и поджатый, и мутный, и при этом он еще пытается слегка накричать на вас. И в итоге все тут звучит так странно, что первое время вы ничего не понимаете, что там вообще вокалист пытался донести до вас. Короче, ребята, что здесь еще говорить? Тут определенно опять придется воспользоваться эквалайзером, чтобы исправить все это дело. Причем я думаю, что производитель не специально усилил эту область, а скорее всего это вызвано конструкцией этих наушников. И возможно отсюда мы имеем такой результат. И из моего опыта я вам скажу, что для полноразмерных наушников это на самом деле очень частая проблема, особенно в этом диапазоне. Так что я на самом деле был совершенно даже не удивлен. Но вот высокие частоты тут довольно неплохие. Да, они находятся на слегка темной подаче, да, они воспринимаются не как супер детальные там и сверханалитичные, как у планаров, например, а как теплые, гладкие и аккуратные. Но по крайней мере такого чего-то в них пугающего и отталкивающего тут точно нет. Я так полагаю, что здесь уже мы просто упираемся в ограничения самого динамического излучателя, который просто не способен дать нам более продолжительные высокие частоты с лучшей прозрачностью и воздушностью. То есть я точно уверен, что в более темную подачу эти наушники были уведены не специально. Это просто такой динамический драйвер и его возможности. Но по крайней мере мне понравилось, что он отлично реагирует на эквалайзер, из-за чего у этих наушников не появляется каких-то дополнительных искажений. И вот тут уже, ребята, более интересно. Давайте я вам сейчас покажу мои настройки эквалайзера, которые вы сможете использовать с этими наушниками, чтобы получить уже более правильное и сбалансированное, на мой вкус, звучание. Ну и вот так выглядит мой готовый пресет для коррекции частотной характеристики этих наушников. И тут на самом деле все очень просто. Для начала усиливаем низкие частоты на 5 дБ, используя low shelf фильтр, и здесь ставим частоту 100 Гц. Ну а далее нам нужно исправить тот провал в области 1,3 кГц, и здесь усиливаем его на 3 дБ, используя уже обязательно Bell фильтр. Ну а далее нам нужно исправить акцент в области верхней середины, который делает звучание в этих наушниках более таким энергичным и на мой слух неприятным. Ослабляем его на минус 5 дБ, ставим частоту 2,6 кГц и обязательно тоже используем Bell фильтр. Ну и высокие частоты на свой вкус можете усилить, можете не усиливать. Ставим частоту 10 кГц, используем High Shelf, и я усилил их на 5 дБ. Ну а также, если вам не нравится такое более воздушное и открытое звучание, можете ничего здесь и не крутить. Ну а вывод у меня получился таков. Rose Elza Distant Mountain — это крайне интересные наушники с действительно привлекательным внешним видом, достаточно удобной посадкой и удобством использования, но, конечно, на мой вкус с не самым лучшим звучанием из коробки, так как у них есть небольшие проблемы, которые требуют исправления. Но благо эквалайзер сейчас доступен для всех, и используя мой пресет коррекции, вы без проблем сможете подкорректировать звучание этих наушников под себя. А я лишь надеюсь, что уже в следующей версии этих наушников производитель Rose Elza все же поставит сюда более лучший динамический драйвер, и звучание этих наушников сразу будет уже более сбалансированным и универсальным. По крайней мере, мне бы очень хотелось в это верить, так как сама концепция этого продукта мне очень понравилась. Ну а ссылка на покупку этих наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока!